Всем привет! Итак, я вернулся на оригинальную Route 66. Аризона, видимо, решила меня побаловать шикарной погодой, и я сначала вернулся к тому месту на 66-й, где свернул в сторону Гранд-Каньона почти неделю назад. Надеялся успеть проехать оттуда весь маршрут на день. В Вильямсе останавливаться уже не стал, а в Эшфорке музей трассы 66 оказался еще закрыт. Так что первая остановка получилась в Селигмане, уже на въезде в который я начал немного охреневать от местного автопарка. Вдоль дороги было припарковано довольно много ретро-машин, и вообще в городе был какой-то непонятный, но очень интересный движ. Я остановился позавтракать в Роад-Хилл кафе, и там менеджер объяснила мне, что в Кингмане проходит фестиваль, а в Селигмане это как бы отголоски всего этого действа. Так что дорога до Кингмана обещала стать интересной. Кстати, историческая трасса 66 между Селигманом и Кингманом – это, возможно, один из самых колоритных участков всей дороги дорог. Он проходит очень далеко от современных шоссе, и там дух истории чувствуется очень сильно. Там даже вдоль дороги можно до сих пор встретить рекламу с тех времен. А для меня это вообще особенный участок. Именно с него в 2015 году началось мое знакомство с 66-й. Причем началось с убойнейшей истории с налетом мистики, на которой грех не остановиться подробнее. Сначала дам слово самому себе из 2015 года. Причем в ночи едем, видим, что слева от нас просто адские какие-то вспышки, которые озаряют все небо, то есть, гроза так гроза. Проехали уже черт знает сколько от какого-то последнего городка на вот этот Historic Road 66, миль 20, наверное. И вдруг я смотрю, какой-то силуэт сбоку справа на обочине. Я напрягся. Короче говоря, в какие-то вот доли секунды у меня проносится просто, не знаю, миллион мыслей. Начиная с того, что я понял, что это человек. И дальше мысли пошли. Что это человек. Потом ночью, сразу такие мысли. Мы проехали миль 20 от города, следующий город больше, чем 20 миль. То есть, реально человек на обочине в ночи стоит, не знает где, извиняюсь. Точит ножи и лассо так. Я не знаю, что он делает, что он будет делать. Он нас ждет, не нас ждет, что-то маньяк, не маньяк. Короче говоря, передумал все, что только можно было. Я это не видела, я кайфовала пока. Сука, оказалось, что это какой-то картонный манекен на обочине стоял, реально человека-индейца какого-то. Но, я штаны наложил просто. Кирпич вот такой. Все бы ничего, но Лена уверяла, что ничего такого не видела. А я не мог поверить, что можно было не заметить в свете фары одинокого человека прямо на краю дороги. И решил найти в интернете инфу про этот манекен. Перерыл все, даже панорамы вдоль трассы 66. Нашел все рекламные щиты, вывески и почтовые ящики. Но никакого человека. И так вышло, что через год мы опять ехали по этому участку, но уже днем. И я, конечно же, всю дорогу искал глазами тот самый манекен. Но его не было. Так что я до сих пор не знаю, был ли там действительно манекен человека из фанеры, или это просто была игра моего воображения. А может, это вообще был призрак? А тем временем трасса 66 периодически подкидывала интересных соседей по дороге. И чем ближе к Кингману, тем чаще по пути встречались такие машины, от некоторых из которых было очень сложно отвести взгляд. И тут обнаружилось, что участок 66 через Кингман закрыт, как и одна из параллельных улиц. Трасса 66 через Кингман оказалась закрыта, но как-то даже грех на это жаловаться, потому что можно остановиться недалеко и посмотреть, пройти здесь сегодня какой-то фестиваль. И реально эта улица в несколько метров вся заставлена очень крутыми олдскульными тачками. Короче, здесь есть одна арка, в которой любят фотографироваться все, кто проезжает трассу 66, но не в этот раз, поскольку дорога закрыта. Ну, собственно говоря, и пофиг, что вокруг.
Сколько классных крутых тачек, что прям глаза разбегаются. Менеджер визитор-центра рассказала мне, что это ежегодный фестиваль Route 66 Fun Run, который собирает ретро-авто со всей страны. И в этом году на него приехало порядка 900 машин. Мне оставалось только сожалеть, что нужно ехать дальше до Калифорнии. Я бы с удовольствием провел весь оставшийся день среди этого великолепия. А так, за почти 3 часа я успел посмотреть, возможно, только половину парка, выставленного на этих улицах. Отдельное видео с кучей красивейших старых машин будет чуть позже. Пора ехать дальше. Впереди меня ждал еще серпантин через горный перевал Ситгрифс в Черных горах округа Мохаве. Эту дорогу проложили во второй половине 19 века в качестве торгового пути вдоль 35-й параллели из Арканзаса в Калифорнию. Понятно, что сейчас это асфальтированная дорога, но ее профиль остался с тех времен. Узкая, извилистая, петляющая между гор. В общем, очень драйвовая дорожка для проезда на мото. А на спуске с перевала меня ждала последняя остановка в Аризоне – городок Оутман. В 1915 году он начинался как небольшой шахтерский лагерь по добыче золота, но добычу остановили в 1941 году. Какое-то время городок еще жил на путешественниках по трассе 66, но в 1953 между Кингманом и Нидлс в Калифорнии проложили Interstate 40. И к 2020 году население Оутмана сократилось до 102 человек. Сейчас город сохраняется как ностальгическая остановка на маршруте 66, сделанная в стиле Дикого Запада, вплоть до деревянных тротуаров, постановочных перестрелок и диких осликов, бродящих по улицам. В общем, в этот день Аризона принесла мне кучу позитива, приятнейших сюрпризов и впечатлений, создав просто дикий контраст с тем, как она встретила меня неделю назад. Все-таки Аризона определенно мой самый любимый штат.